Новый тактический шутер, отличающийся своей атмосферой и интересными игровыми механиками. Многие игроки считают, что этот шутер взял в себя лучшее из таких игр, как SWAT 4 и Радуга 6. Возможно, это именно та игра, которую вы искали, и обо всем мы пройдемся по порядку. На сегодняшний день мы получаем 4 игровых режима. Первый из них — это стандартный PvP режим, как в той же Радуге или CSGO, является одним из самых популярных среди игроков. Следующий — это режим прохождения, который включает в себя 9 заданий, таких как зачистка, освобождение заложника и обезвреживание бомбы. Можно пройти как одному, так и с отрядом до 5 человек. Третий игровой режим — это кастомный, в котором все настройки выбираются самостоятельно, и присоединиться к вам будет возможно только зная номер вашего лобби. Так называемая закрытая комната для друзей. Четвертый игровой режим — это тренировочный лагерь, в котором можно опробовать все виды оружия, пострелять по мишеням, повысив свою точность. Что же все-таки отличает этот шутер от всех остальных и на чем построена основная идея игры? Карты сделаны таким образом, что игра не позволяет вам бежать напролом. Узкие коридоры, комнаты, окна и множество дверей, которые обставлены растяжками или просто хорошо контролируются с другой стороны. Одна из основных механик — это выключение света во всем здании, и делать это могут обе стороны. Далее мы пройдемся по оружию и гаджетам. Сторона защиты, то есть террористы, имеют растяжки, упоры на двери, взрывчатки С4 и освещающий фаер, чтобы не оказаться совсем в темноте. Также у всей группы есть доступ к камерам, которую в свою очередь стремится убрать сторона атаки. Спецы или же оперативники имеют в своем арсенале два вида гранат, это осколочные и светошумовые. Также взрывчатка С2, которая крепится на дверь, также камера, которая устанавливается под низ двери. По выбору оружия и кастомизации не самый широкий ассортимент, но все, что вам нужно, это глушители, прицелы, лазерные целеуказатели, все это имеется. По звуку и стрельбе четко, добротно, отдача есть. Единственный нюанс — звуки взрывов. Основные фишки и механики игры вы уже увидели по нарезкам в этом видео. Обо всех я, конечно, рассказывать не буду. Думаю, вам будет интереснее познакомиться с ними самостоятельно. Но вот, например, как работает светошумовая граната, я бы отметил. Как мы привыкли, это просто белый экран, но здесь это сделано по-другому. Эффект ослепления проходит постепенно и сопровождается точкой на экране. Помимо этого вы теряете часть выносливости и хорошо слышно вашу отдышку. Таким образом, закидывая гранату в комнату, вы будете слышать противника и понимать, что он дезориентирован. В плане реализма, как и у большинства игр, здесь тоже есть к чему придраться, но к минусам мы перейдем чуть позже. Важный момент, который я бы отметил, это прогрессия, которой здесь нет. То есть классы, таланты, все то, что дает превосходство над другими игроками. Единственное, это количество ваших очков в глобальном рейтинге, которое вам дает уровень и новый логотип. Опять же, не влияет на подбор игроков, скорее всего из-за небольшого количества народу. Также за каждую завершенную игру выдаются кредиты, на которые можно купить часы либо браслеты, то есть без лишних наворотов, никаких скинов и раскрасок. Да, и кстати, для коллекционеров и любителей повысить уровень стима есть достижения, значки и карточки. Что же все-таки по минусам? Если посмотреть на календарь, можно поругаться насчет графики. Но вот как звучит сосед этажом выше, я начал слышать именно здесь. То есть неинформативные звуки. Очень часто я не понимаю, на каком этаже находится противник, а для тактического шутера я считаю это важно. Следующий минус уже касается количества игроков на российских серверах. Приходится заходить на Европу, от чего естественно растет пинг, и знание английского стоит подтянуть. К слову об оптимизации, не сказал бы, что вылетов очень много, стоит учитывать, что проект в разработке и на стадии беты. Было исправлено много ошибок с момента выхода и очень верю, что дальше будет только лучше. Кто еще не приобрел, рекомендую. На сегодняшний день один из лучших и действительно тактических шутеров в этой тематике. Напоследок оставлю немного нарезок лучших моментов, чтобы оценить всю атмосферу и звук в игре. Если остались вопросы, не стесняйтесь, пишите, обязательно обсудим. Также буду благодарен, если поддержите лайком и подпиской. Всем до скорого!
I can move this door. Anyone have brick charge? Or shotgun, can you destroy it? Again. Again. Nice. They're behind me. Good. All enemies have been neutralized. Nice. Good job.